Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Сегодня мы с вами будем заниматься распаковкой огромной посылки с сайта Тему. Она настолько большая, что не помещается у меня на столе. Поэтому сейчас буду показывать вам все по отдельности. Там много интересных товаров, которые я давно хотела заказать. Даже помню, еще весной я снимала видео и рассказывала вам, что мне необходимы обязательно товары для упаковки своих игрушек. Потому что даже если у меня закажут одну куклу, то мне ее просто не во что упаковать и отправить. И наконец-то я занялась этим всерьез, все выбрала. И сейчас с удовольствием покажу все вам. Давайте начнем. Первое и самое необходимое для упаковки — это коробки. Заказала в универсальном цвете. К нему подойдет любые ленточки, любая крафтовая бумага. Сейчас достану одну, мы с вами ее соберем. Картон здесь плотный, хорошо держит свою форму. Давайте сейчас попробуем ее сложить. И вот такая коробочка получается. Собирается она очень легко. В нее поместится куколка до 30 сантиметров. Здесь получается длина 30, ширина, кажется, 20 и высота 10 сантиметров. Как раз такой оптимальный размер, потому что обычно куколок больше 30 сантиметров я не вяжу. Они все идут где-то там 27-28. Самая высокая у меня была 29 сантиметров, поэтому идеально подходит размер. Это такая основа. И дальше я уже заказала то, что будет в эту коробку дополнительно упаковываться вместе с игрушкой. Во-первых, следующий шаг — это бумага тишью. Заказала разные цвета. Две упаковки идут новогодние, классические, такие красный и зеленый цвет. Идет 20 листов, и бумага не просто зеленая, она вот такая новогодняя с вкраплениями блесток желто-сине-красно-зеленых. Размер универсальный, но как раз подходит для того, чтобы обернуть игрушку и сложить ее в коробочку. Красный и зеленый, они одинаковые, то есть также с краплениями этих блесток. И еще один вариант новогодний, мне очень захотелось, он такой уже более интересный, с рисунком. Здесь идет елочки, леденцы, гирлянды. И вот так она выглядит. Смотрите, какая красота. Здесь 10 листов. Прекрасная расцветка. Я уже представляю, как оберну в нее свою красивую еще новогоднюю куколку, мастер-класс на которую скоро выйдет. И отправлю кому-нибудь в заказе. Конечно, там было еще очень много разных новогодних расцветок, но я вот выбрала себе 3. И думаю, пока что мне этого хватит надолго. Здесь по 20 листов. И здесь 10 листов, это уже 50 листов, то есть теоретически 50 игрушек новогодних отправить. По цене мне показалось это очень даже выгодно. И взяла вот такие вот обычные нейтральные, то есть просто одного цвета, однотонные, без каких-либо рисунков. Розовые, голубенькие по 10 штук. И вот здесь у меня идет одна упаковка большая, здесь идет 3 цвета, все фиолетовые оттенки. Здесь у меня получается по 10 штук каждый, всего 30 листов. Есть еще 2 самых интересных товара, которые я заказала. Их я оставлю напоследок. Пока что дальше. Чем можно обмотать коробку? Правильно, бечевкой. Поэтому я заказала ее не толстую, не тонкую, в общем, среднего размера. Потому что сильно толстая, мне кажется, тоже как-то будет не очень красиво. Плюс к той цели, которую я хочу в итоге, нужна немножко потоньше. Здесь идет метраж 100 метров. Цена привлекательная. Поэтому тоже вещь нужная. И также, чтобы еще помимо вот этой бечевки, то есть ее можно иногда даже вот к новогодним заказам использовать, но вместо нее также можно использовать красивые ленты. Их я попробовала подобрать под тишью, чтобы соответствовала картинка, когда ты открываешь, получаешь коробку обмотанную, например, вот такой лентой, открываешь, и там примерно в таких же оттенках лежит бумага тишью. Мне кажется, это будет красиво. Здесь у меня розовая. Ширину всех взяла 2 сантиметра. Такой универсальный размер. Не широкая, не узкая. Самое то, чтобы завязать красивый такой небольшой бантик, обмотать коробочку. Не знаю, сколько здесь метров, но бобинка довольно широкая. Так что, думаю, много. Фиолетовый. Очень красивый оттенок. Даже лиловый.
И вот такой красивый синий. Здесь я чуть-чуть не попала в оттенок, потому что хотела вот такой голубенький, но его не нашла. Поэтому у меня была замена на синий. И к новогоднему варианту я взяла красную и зеленую, но бархатную, не атласную. И смотрите, какая она красивая. У нее очень благородный цвет. Что у зеленого, что у красного. Тоже ее буду использовать. Сейчас мы с вами в конце еще попробуем сделать упаковку для какой-нибудь игрушки. И вот красный. Шикарная бархатная лента. И помимо товаров для упаковки, я не удержалась и купила себе шикарнейшую красивую чайную пару. Я очень люблю красивую посуду. К сожалению, сейчас у меня немного места на кухне, поэтому я не могу покупать себе все то, что я хочу. Но когда-нибудь его станет много. И вот тогда душа моя разойдется, и я накуплю себе очень много красивых тарелочек, чашечек и всего прочего. Пока что вот я взяла интересную чайную пару. Хорошо упакована, кстати. Здесь специально такая защита, чтобы чашка не разбилась при доставке, при перевозке. Поэтому я надеюсь, что она вся будет целая. Вот такая. Смотрите, какая красивая. Это блюдечко. Ну, кстати, не маленького размера. И вот такая чашечка. Конечно же, я уже усмотрела, что там есть не только чашечка вот такая чайная. Там есть и сервировочные тарелки, и всякие закусочные. Поэтому, надеюсь, когда-нибудь соберу такой целый набор. Как вам? Мне кажется, она очень красивая. Теперь буду я пить кофе из красивой посудки. Переходим к самому интересному. Я несколько раз видела такое в инстаграме других рукодельниц. Мне казалось, это так классно, это так интересно, но почему-то никогда себе этого не заказывала. А в этот раз не удержалась и решила, что все, оно мне нужно обязательно для упаковки моих куколок. Основной частью я заказала вот такой наборчик. То есть здесь идет уже все необходимое в одном наборе. В коробочке, что очень удобно. Это восковая печать. Здесь у нас идет подставка. Сюда будет ставиться эта ложечка, в которой будет расплавливаться воск. Дальше. Здесь у нас также идет штампик. В набор входит только один, такой в виде цветочка. Но я заказала еще отдельно, тоже сейчас их покажу. И ручка. Получается, вот просто она закручивается, и можно менять разные. Поэтому я отдельно дозаказала еще 3 штуки с другими узорами. Также в набор входит 2 маркера, золотой и серебряный. Это уже после того, как сделали печать, ее можно раскрасить. Покажу этот процесс. Та самая ложечка, в которую помещается воск. Она вставляется вот в эту часть, в которой внутри стоит свечка, и все плавится. Набор воска. Здесь единственное, мне не хватило оттенков. То есть его здесь очень много, но все, видите, такие в более каких-то красных тонах. Поэтому отдельно я дозаказала зеленые тона. Зеленые и синие. Оттенки красивые. Интересные. Сейчас тоже мы это все попробуем с вами сделать. Сделаем сразу печать. Мне самой интересно, как это. Здесь также есть 5 конвертов. Я не представляю, чтобы я туда положила, но думаю, кому-то они могут понадобиться. И это будет интересно. То есть написать какое-нибудь письмо, вложить открытку и все это скрепить печатью. Красивые оттенки у конвертов. Такой блестящий и приятной на ощупь поверхностью. Конверты, кстати, не маленькие. Листа 4, сложенные в 3 раза. Сюда, думаю, как раз поместится. Есть еще вот такая штучка, она железная. И я не представляю, что с ней делать. Но если прикинуть логически, то, наверное, мешать воск вот в этой ложечке. И щипчики.
Это вся составляющая набора. Я думаю, это удобно тем, кто не хочет по отдельности все это заказывать. Удобно то, что сразу все находится в одном месте. Теперь давайте покажу, что я еще дополнительно заказала к этому набору, чтобы у меня был воск в красивых зеленых оттенках. Здесь, кстати, его большое количество. Прям много. Зеленый к Новому году. Дальше вот такой зеленый, больше цвет хаки. Вот этот, кстати, мне больше понравился. Он больше ассоциируется именно с Новым годом по своему оттенку. И взяла синий, тоже вот такую небольшую упаковочку. Тоже очень красивый. Вообще это все для меня такую новинку. Это все интересно. Вы просто не представляете, с каким нетерпением еще в соседней комнате ждет мой ребенок, чтобы поскорее опробовать все эти печати. Получается, синего и зеленого здесь не так много. Ну, примерно, знаете, побольше, чем вот здесь в упаковке каждого цвета. А вот этого зеленого прям в 2 раза больше, чем в пакетиках. И я взяла дополнительно еще печати. Они недорого стоят. Там по 1000 тенге печать мне выходила. 1000 с копейками. Но мне очень хотелось, чтобы они обязательно были. Получается, самая классная печать, которую я больше всего ждала, это вот такая совушка. Красивая, универсальная. Я думаю, она подойдет под любую игрушку. То есть упаковать игрушку в коробку, сверху поставить печать, и там может быть внутри любая. Потому что совушка такая нейтральная, детская, классно подойдет. Дальше в наборе вот у меня была розочка и новогодние серии. 2 штучки мне захотелось. Первая это вот такой Merry Christmas. Оказывается, не очень хорошо вам видно здесь на свету. И вторая вот такая елочка. Давайте покажу еще раз совушку, вдруг вам было плохо видно. Получилось у меня 4 печати, все необходимые цвета воска, которые я хотела. И сейчас мы с вами попробуем поставить печать. Воск постепенно плавится, и я думаю, вот как раз для этих целей здесь нужна вот эта палочка, чтобы верхние, которые не сразу плавятся, перемешать, и все было однородно. На этом, мне кажется, он готов. Весь вроде бы как расплавленный, поэтому нужно пробовать. Мне самое интересно, что получится, но учитывая то, что все это я делаю в первые разы, поэтому ничего страшного, если с первого раза не выйдет идеальный результат. Теперь я хочу немного подождать, чтобы воск чуть-чуть застыл. Потому что, кажется, если я вылью его сразу вот так на лист, то он просто растечется. А мне нужно, чтобы он немножко держал форму, ну, примерно вот с размера этой печати. Там чуть-чуть времени уже прошло. Начинаем пробовать. Мы разберемся потом. А сейчас пробуем поставить печать. Просто сверху надавливая. И теперь ждем момент истины. Получится, не получится. Смотрите, какая получилась классная печать. Я, наверное, слишком долго ждала, пока чуть-чуть подзагустеет воск. И он загустел сильно. Потому что вот эти вот верхние, которые я выливала, они уже превратились просто в ниточки, и их видно. Но даже при этом печать получилась красивая. Видно вам или нет? Ой, какая прелесть. Теперь представьте, как будет классно, когда мы обернем коробку, перевяжем ее бечевкой, и потом края этой бечевки мы зальем вот такой печатью. Мне кажется, это очень интересно. И распаковка такой коробки тоже принесет много положительных эмоций. Теперь еще можно попробовать, знаете что? Взять маркер золотистого цвета и этим маркером прорисовать, например, совушку. Конечно, с розовым он так себе сочетается. Попробовать стоит.
Вот эти именно выпуклые части. Вообще, мне кажется, вот эти маркеры очень хорошо подойдут для новогодних печатей. Чтобы, например, на зеленом, на красном можно было просто вот так разрисовать. И будет очень красиво и празднично. По печатям это все. И теперь еще одно, что мне очень хотелось, тоже для упаковки. Это принтер для печати этикеток. Чтобы когда ты завернул игрушку в тишью, еще на тишью наклеить какую-нибудь красивую этикетку. Так как это мой первый принтер, я в них особо не разбираюсь, выбирала я исключительно по внешнему виду, потому что вот этот оказался самый красивый. Давайте его откроем. И смотрите, какой он красивый. Это прям на самом деле самый красивый из всех, что я видела. Сейчас поснимаем все пленочки с него. Очень нежный цвет, небесно-голубой. Вообще, если был бы, я бы хотела, наверное, себе такого цвета зеленого. Но предоставлен только голубой, красный и, кажется, черный. Поэтому я выбрала вот такой голубенький. Здесь получается у нас глянцевая поверхность. Здесь такая более матовая. И она приятная, очень тактильно. Так, это по внешнему виду. Теперь я прочитаю сейчас инструкцию, как им пользоваться, что делать, и покажу вам тоже. Скачать само приложение оказалось несложно. В инструкции был QR-код. Отсканировала, скачала. Дальше уже в самом приложении тоже очень быстро разобралась. Ничего сложного нет. Получается, подключаешь устройство. По Bluetooth это делается. И можно выбирать разные этикетки. Можно делать как свой дизайн, придумать, а можно выбрать уже какой-то готовый. Вот, например, сейчас я настроила размер. Там дается тоже на выбор определенные параметры, забиваешь их. И потом выбираешь, вот здесь есть разные стикеры уже готовые. Здесь есть как бесплатные стикеры, как платные. Получается, платные, как обычно, интереснее, но можно подключить на 3 дня бесплатный период, кажется, на 3 дня, и себе напечатать, какие хотите. Ну, а можно, в принципе, пользоваться и платной версией. По-моему, там сумма небольшая. Вот таким образом я сейчас сделала такую этикеточку. Как вы видели, все просто. Не могу одновременно печатать этикетки и записывать видео на телефон, поэтому отдельно я распечатала, показала вам, как это выглядит в приложении. И вот так выглядят сами этикетки. Вот, например, первое «Спасибо», которую мы распечатали. Ее можно отклеить и приклеить куда нам необходимо. Дальше Merry Christmas. Вот фотографии. Держались, решили попробовать, как распечатывать фотографии. И выглядит это вот так. В черно-белом, конечно же, варианте. Но это мы просто для примера. А так вообще дизайн этикеток можно создавать свой. Я еще пока этим не занималась. Но тоже посижу, придумаю какую-нибудь свою надпись, что-нибудь из серии разных историй. Надписи имеют увязанные истории. И попробуем. Еще я дополнительно заказала себе ленту. Вот такую. Потому что здесь в наборе шел один вид. Она небольшая. 30 на 40. Вот такая. По идее, ее должно надолго хватить. Но с нашим рвением печатать все подряд теперь ее надолго не хватит. Поэтому я отдельно еще дозаказала набор. Вот здесь у меня 3 вида цветной ленты. То есть здесь у меня идет розовенькая. Она круглая. Сейчас мы ее испробуем. Идет голубая и персикового цвета. Размер здесь круглый, по-моему, 50 на 50. Здесь это все регулируется в самом принтере. То есть можно дальше делать его, можно ближе. То есть, видите, вот эта широкая лента. А вот это идет поуже. То есть все регулируется.
Сейчас попробуем это все вставить. И помимо вот такой, мне еще захотелось заказать с необычным цветом вот такую красивую с градиентом. Сейчас попробуем это все поменять. Давайте начнем с розовой. Напечатаем что-нибудь на розовом. Так, я особо не успела настроить размер, потому что поменяла только что бумагу, но выглядит это вот так. Видите, красивая. В кругляшке надо просто выровнять, чтобы она была по центру. И у нас есть вот такая прекрасная наклейка. Сейчас попробую сделать еще один раз. Вот теперь я попробовала выровнять на серединку. И вот что получилось. Легко отрывается. Спасибо. Я думаю, можно написать и свою фразу. Например, спасибо за заказ. И еще можно сейчас посмотреть, как будет выглядеть бумага с градиентом. Смотрите, какая лапочка. Я нашла в иконках вот такую собачку. Очень красивая. Хотелось показать вам, как происходит процесс печати, поэтому напечатала аж 2, чтобы успеть. Тоже отрывается легко. И все, у нас есть вот такая классная наклеечка. Кстати, вот этот цвет мне нравится больше всего. Тут можно сделать уже какую хочешь надпись. И она будет красиво смотреться. Потому что надписи идут черно-белые, а за счет самой цветной наклейки получается очень красиво. Там еще есть разных оттенках, но я выбрала вот такую фиолетовых. Теперь давайте с вами соберем полный комплект упаковки, начиная от коробки, тишью, наклеек и всего прочего. И чуть не забыла вам показать еще одну маленькую посылочку, которая тоже находилась в этом пакете. Это вот такие пуговки. Я люблю всегда использовать в своих мастер-классах. И в принципе даже когда чужие игрушки вяжу, люблю использовать пуговки маленькие, где-то 8-10 миллиметров. Вот эти как раз размером 10 миллиметров, сердечки. И они стоили очень дешево. Поэтому я их тоже закинула в заказ. Так как у меня из наличия игрушек практически не осталось, я нашла очень старого новогоднего кота Матроскина, который когда-то у меня еще вязался для ярмарки. Этого котика я вязала уже много лет назад по чужому мастер-классу. Вид у него такой немножко потрепанный, но других вариантов у меня дома нет. Поэтому мы сейчас с вами будем упаковывать его. Возьмем вот эту красивую тишью, накладываем Матроскину. Так, это примерный вариант. В идеале это все делаем аккуратненько, ровненько и красиво. Дальше используем наклеечку для того, чтобы закрепить тишью. Закрываем коробочку. Теперь я хочу эту коробочку перемотать. Узелок завязали. Теперь у меня здесь растопился зеленый воск. Хочу попробовать именно зеленый цвет этот. Он мне больше всего понравился. И сейчас попробуем поставить печать. Смотрим, что у нас получилось. Очень красиво. Теперь можно взять еще маркер. Я хочу золотистый. И подкрасить выступающие части. Где у нас надпись? Цвет действительно очень красивый. Не зря он мне понравился сразу же в упаковке. Последний штрих. Хочу еще замотать, обмотать коробку вот такой лентой красного цвета. Вот так выглядит готовая упакованная игрушка. На этом все. Я пошла заваривать себе вкуснейший кофе из прекраснейшей чашечки и монтировать это видео. Всем спасибо.
Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам это видео было полезно. Вы присмотрели для себя что-то интересное. Встретимся с вами в комментариях. Всем пока и до новых встреч.